Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Миллион. Если я беру эквивалент $100, в какой стране мне наиболее выгодно выпить кофе, ну, с чем-то сладеньким, а в какой стране это обойдется настолько дорого, что туда лучше не лететь? Самые классные цены, самый вкусный кофе сравниваю быстро по делу, но в конце скажу главного победителя, где дешевле и вкуснее всего пить кофе. Давай разбираться. Всем привет, меня зовут Жека, и исторически так сложилось, что выпил кофе я аж в 25 странах. И сейчас залез в приложение, начал считать, подводить там дебет с кредитом, расходы, доходы. И понимаю, что есть страны, в которых ну просто космически дорогой кофе, еще и невкусный. А есть страны, в которых я пожил, где, оказывается, что кофе довольно дешевый, вкусный, классный. Для объективного сравнения я возьму всего 4 страны, где я больше всего времени провел, где я понимаю культуру, где я понимаю классные заведения и примерно понимаю, насколько все выгодно, невыгодно, вкусно, невкусно. Это Албания. Сейчас супер популярное направление, все туда едут, вроде как цены вкусные, классные, не Евросоюз. И все ли там так хорошо? Португалия, Лиссабон, самая западная страна Европы, океан, все это волшебно, восхитительно, классно. Турция, переходной регион между Европой и Азией. И Азия, конкретно Индонезия, Бали. Чтобы сравнение получилось классным, я возьму столицы всех этих стран. Начинаем с Балкан. Албания. Сейчас популярное туристическое направление, да и в принципе много людей переезжает в Германия, Польша серая. Там у тебя постоянно солнце, как будто бы классный климат, довольно вкусные цены. И если мы берем кофеечек с чем-то сладким, один поход в заведение нам будет стоить порядка $5 20 центов. Это мы и берем кофе и довольно вкусный десерт. На самом деле в Албании потрясающие десерты. И забегая наперед, из топа 4 стран вкуснее десертов не будет. Хотя можно еще поспорить с Турцией. И вот на эти $100 я могу ходить в заведение каждый день в течение вот какого промежутка времени. Перебираемся глубже. Лиссабон, Португалия. Замечательнейшая страна. Кофе там не такой ядреный, как в Албании. Но там есть свой особый шарм, который вообще не сравнится ни с чем в Европе. Из-за океана, когда ты переезжаешь туда, все как будто бы прекрасно, но потом романтика сходит. Короче, что я о романтике? Итак, мы пошли в заведение, что-то взяли кофеин, десерт, и в среднем мы тратим 7 с лишним долларов на один разочек. И имея всего $100 в кармане, мы можем ходить на протяжении вот какого периода времени. Перебираемся ближе к Азии. Стамбул, Турция. Стамбул, кстати, находится одновременно и в Азии, его часть там отдельная есть, и в Европе. Что касается кофе, в Стамбуле он такой довольно своеобразный, не супер классный там кофе, но сладости, я думаю, поставил бы на 1-2 место, если сравнивать с Албанией. В чем прикол? Нету такого вайба, как в Турции. Вот у тебя воздух, пропитан каким-то, знаешь, романтикой, обманом, торговлей, суетой. В Турции вайб вообще не сравнится ни с чем. Суета, красота и романтика. И для того, чтобы попить кофе с десертом, это чуть больше $6. $100 нам хватит вот какое количество раз для того, чтобы сходить в заведение. Окей, Азия. На самом деле я думал, что Азия будет самой дешевой в этом плане. Но Азия разная. Если мы берем Бали, если мы берем какие-то интересные местяки, кофе, пожалуй, здесь будет самым вкусным, я говорю, за Бали. Из-за, пожалуй, разнообразия, наверное, зерен или чего-то еще не могу предположить. Десерты, они чуть-чуть проигрывают все-таки Турции, все-таки Албании. За раз в среднем мы будем отдавать чуть-чуть больше $8. А наших $100 нам хватит вот какое количество раз ходить в заведение. Тут важное уточнение, что заведения я брал, довольно хорошие. То есть неплохие, не какие-то забегаловки-рыгаловки, а довольно симпатично, классно, что можно еще и с компьютером посидеть, можно еще видом насладиться. Это такое среднее берем. Но если брать какие-то, жестяковые места, прям супер-супер дешевые места, Бали будет самым дешевым, а самым дорогим окажется
это Португалия, Лиссабон. Ну а если усреднять, то самым дешевым кофе оказывается в Албании, а самым дорогим на Бали. Это чисто мое субъективное мнение. Хотелось бы теперь ваше мнение услышать, где самый вкусный, на ваш взгляд, кофе, а если не пьете кофе, то чай, и самые вкусные десерты, в какой из стран, где вы были. Интересно почитать, правда. Мне кажется, разброс будет самый необычный здесь. Планирую, кстати, выпускать сериал, где вот топ стран, где я был, условно берем $100 и делаю обзор, рассказываю, где выгоднее всего и интереснее всего со $100 потусоваться. Выйти там, знаешь, кофе попить, покушать, что-то, какие-то развлечения. Ну, короче, где $100 мне на день хватит, а где мне этих $100 хватит аж на неделю. Планирую такое сделать. Не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить этот постоянный сериал. Ну, до скорых встреч. Пока.